Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро-прогноз. Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что случится, что произойдет со дня на день, и что нам расскажут карты. Конечно, я допускаю, что кто-то пишет, а у меня ничего не совпадает. Ну, это нормально, потому что мы все абсолютно разные. Но, тем не менее, если переложить вот те дела, события, что вас сейчас беспокоит, назначения карт, которые нам выпадут, я думаю, подсказки мы с вами получим. И я специально не ставлю определенных сроков. Сказала бы, сентябрь у нас месяц ясности, это ваш месяц, мои дорогие. И одновременно, конечно, много работы, но вот так вот рационально для себя что-то хорошо сделать, не просто в пустоту. И солнце в Деве у нас пока в вашем знаке зодиака, это не только в отношении вас. Это вот такая конфигурация помогает всем знакам зодиака быть реалистом. Я не останавливаюсь подробно, оставлю ссылку в описании под видео события до конца сентября. Вот как влияют процессы планетарные, да. Перейдите, прочитайте на мой сайт. Я думаю, подсказок будет больше. И есть что-то очень важное, с чем мы должны определиться до конца сентября. Что имеет продолжение или, может быть, наоборот, завершаем, значит, больше сил будет. Вот перейдите, прочитайте на мой сайт, и я думаю, подсказок будет еще больше. А мы с вами идем вперед. Так что же там у вас случится или произойдет со дня на день? Смотрю я, смотрите и вы. Добрые перемены, мои дорогие, любимые девы. Как вознаграждение, наверное, за ваше терпение, настойчивость, где-то мужество. Ведь и правда, бывает очень сложно продолжать, когда не стыкуются раз, два, 10, 20. Но где-то внутреннее чутье подсказывает, но нет. И вот все же сейчас тут ты это дело не бросай. Правда, вот такое ведь часто бывает. Конечно, сложно определиться, потому что иногда это как в пустоту наши действия уходят. Мы порой и чем-то занимаемся, потом приходим к выводу, не, ну не стоило. Но так или иначе, большинство-то ведь дел на такую далекую дистанцию, или, как говорят, добрые дела наспех не делаются. Вот есть какие-то перемены, и стало быть, здесь могут быть и итоги, которые вы захотите подвести, но и это момент перехода между прошлым и будущим, к добру, к радости. Но не все, может быть, радуются. Вокруг вас змея. И сами включайте змеиный режим. Змея, она наблюдает. Змея, она мудрая. И, знаете, это как какой-то пункт, когда нужно прочувствовать определенное время в нашей жизни, когда мы говорим себе «пора». Пожалуй, это то, что вот я долгое время говорила, но да, у нас хозяйка года сейчас, змея, но и люди-то ведь, они тоже такие непростые. Это иногда свидетельствует о том, что кто-то как затаился. Или наоборот вам, знаете, транслирует что-то такое приятное, что нам нравится слышать. Но иногда, кстати, это про страсть может свидетельствовать, и у вас выпадает, а в нашем пасьянсе мы можем сложить и еще и крайние ряды, а у вас здесь рядышком подкова. Ну, это с одной стороны как удача, но в пасьянсе семейное счастье. Поэтому перемены может быть дома. Может быть, это у кого-то связано с переездом, или когда вы решаете, проводите какие-то согласования по части вашего дома, жилища, или вы что-либо планируете, но это еще и домочадцы наши. Очень доброе значение. А еще хорошее настроение. Вы знаете, вот это, кстати, змея. У вас что-то получается. У вас сейчас складывается что-то хорошо, а кто-то завидует. Вот так и хочется сказать. Будьте, мои дорогие, серыми кардиналами. Раз жизнь не оставляет ничего другого. Тут как-то хитро надо себя сохранять. Ну, по крайней мере, я вижу так. Потому что для вас-то как бы благоприятно все. Может быть, в чем-то и не участвовать, от чего-то вы будете красиво так вот выходить, отказываться. Кстати, вот эта змея себя, ну или так условно, да, какая-то персона может обозначить или проявить наиболее отчетливо, ярко, когда уже сомнений не остается. Нож, ссора.
Может быть, это прежняя какая-то ссора, но и вас может внутреннее какое-то, знаете, такое сочетание, как наша интуиция, и одновременно, когда нам что-то надоело, нам хочется быстрее сказать: «Да пошел ты» или «пошла ты». Ну, извините за мой сленг, зато хоть каждый меня понял. Поэтому, да, тут без змеиного режима не обойтись. Вы знаете, и я бы сказала тогда лучше так. Тут как, смотрите, вам по судьбе, как жизненный экзамен. Вообще так, по диалектике правильнее было бы поступить, и не говорить ничего, даже если вы чей-то обман, неправду уже как вскрыли, поняли, что человек какой-то двурушный или нельзя там кому-то доверять, или пакостить, да, вот как-то за глаза. Все же насторожиться стоит. Но я бы сказала, тогда вам нужно изменить тактику. Что, но не говорить человеку, наоборот, пронаблюдать, это даже интересно. Вы-то правду знаете. А как это вот со стороны будет выглядеть? И когда он вам поет, к примеру, дифирамбы, вы можете всегда про себя думать: ну давай, 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 развивай свою идею, я уже сделала выводы. Ну или я уже понял, что же ты мне транслируешь на самом деле. Вы знаете, тут еще такой момент. Смотрите, у вас выпадает, может быть, это и не взаимосвязано, кстати. Вы можете какую-то правду узнать, мои дорогие, о человеке, с которым вы, может быть, недавно были знакомы. Тут как по судьбе. Это у кого-то. Тут могут быть разные конфигурации. Так вот, нож и цыганка. Лицо вообще-то прописано. Ну, наверное, поэтому цыганский пасьянс и называется. Хотя значение – это именно лицо. Мало знакомая персона, человек. И, может быть, это вот как-то человек себя так повел. И вы будете делать выводы как по судьбе. Хотя ведь это могут быть разрозненные значения. То есть змея – это что-то отдельное, да, отдельно взятое или какой-то иной человек. А есть еще и ну, вот контакты с каким-то новым человеком, который входит в вашу жизнь вот как по судьбе. И вы знаете, каких бы персон мы не встретили в это время, или с какими бы ни столкнулись ситуациями, ничто не происходит просто так. В сентябре все имеет смысл. И значит, для чего-то человек вам нужен. Ну, иногда бывает, как для опыта, да, для какого-то урока жизненного, увы, такое бывает. Ну, а может быть, это из прошлого. Знаете, тут могут быть такие моменты, когда нам дает судьба на доработку какой-то прежний вопрос. И мы вот должны какой-то красивый финал все-таки подвести. Может быть, и придется вам принимать Соломоново решение. Но без мудрости вашей, видимо, тут не обойтись никак. Тут что-то, знаете, как в складках между светом и тенью. Но так или иначе у вас сильная позиция. Радость, мои дорогие. Кстати, по личной жизни иногда как прелюдия бракосочетания. С учетом семейного счастья, вот эти перемены, крест и венок. И именно, знаете, как перевод отношений на новый уровень или важные разговоры. Может быть, это вообще какое-то сотрудничество имеется в виду. Для кого-то проиграется и так. Но у вас победа, вы победители, у вас сильная позиция. Смотрю, мои дорогие девы, что мы тут с вами можем еще сложить. Проверяю. По вертикали, по горизонтали. Какие есть подсказки? Что-то я пока не вижу. Так, еще раз внимательно. Правда, не вижу. Похоже, мы с вами все проговорили. То, что совпало. Ладно, идем с вами дальше. И хочется задать такой вопрос. В чем риск? А вы переложите на тот вопрос, который вам сейчас, может быть, покоя не дает. Или как вы хотите поступить. Ну, вот есть какая-то тема, да? Ну, а может быть, это внешняя какая-то история, которая так вот внезапно к вам приходит. Да, это внешняя история, вам придется что-то учитывать. Император. Это может быть буквально какие-то силовые структуры. Все-таки это именно структура. Это еще и лидер. Контакты с вышестоящими какими-то лицами, должностными лицами, чиновниками.
или представителями власти, мои дорогие. Но старший аркан – это именно то, на что мы тут не совсем влияем. И часто мы говорим по императору: есть два мнения, мое и неправильное. Ну, как бы можем так рассуждать и мы, и человек, с которым вас сводит судьба, или когда ну, предстоит какие-то договоренности сделать или подписать документы, и вы понимаете, что ну да, тут баланс-то придется держать. Непонятно, что тут от него ожидать. Он ведь сам по себе, он всегда прав. А мне-то свой вопрос нужно решить. Поэтому где-то будьте готовы к тому, что ну, знаете, высший пилотаж дипломатии, все-таки он вам будет однозначно помогать. Вам договориться с каким-то человеком, может быть, придется вот с таким императором. У кого-то, мои дорогие девы, такой император дома. И мужчины, может быть, в таком качестве, я допускаю. Хотя иногда я допускаю, тут и женщины могут быть. Нам ведь именно архетип человека говорят. Но все-таки я больше вижу, мои дорогие девочки, может быть, какая-то, тут вы нам показали. Но вы с чем-то можете быть именно по части личной жизни. Взаимодействие может быть и с родственниками. Или какие-то важные контакты. Вы, может быть не согласны, или вам сама концепция построения, продолжения, может быть, какой-то истории или взаимоотношений, ну, не совсем на 100% может нравиться, да. Нож выпал, поэтому держите баланс. Может быть, это внезапно какие-то открывшиеся условия или условности. Или, опять же, возможности к вам идут. Все-таки император – это возможности. И у вас-то тоже сильная позиция. Тут мы можем впасть в какую-то конфронтацию, потому что два лидера могут встретиться, да. Один свою точку зрения имеет, и вот как два мнения, мое неправильно, ну и второй-то то же самое. И от того, как люди сумеют договориться, будет зависеть благополучие напрямую. Или, может быть, подписание каких-то очень важных документов, бумаг, мои дорогие. Ну и понятно, мы по этой карте, сразу у нас тут в карте есть совет. Не гладь. Власть или провластные какие-то, ну, как персоны, те, которые наделены полномочиями. Вот тут против шерсти не надо, да. Персону вышестоящую, может быть, начальство, руководителя, ну или, может быть, и даже чиновника, если вы идете решать какой-то вопрос. Но здесь вам скорее лояльность будет помогать. Ладно, а что вас удивит, давайте узнаем. Да вы тут на равных. Но вы хитрее, мои дорогие. Ну, серый кардинал, по сути дела, маг. Это великий практик. И это тот, который из ничего умеет создать качество. Это тот, который умеет обойти острые углы, договориться, безусловно. Он себе никогда ни разу не навредит. Он принимает то, что есть. Для него вообще эмоции – это что-то отстраненное. Потому что маг в первую очередь, он тем и силен, он понимает, что часто именно эмоции делают нашу жизнь путанной. А какие-то прежние шаблоны держат нас словно в клетке, в заперти. Вот быть гибче от начала до конца. Вот вы можете столкнуться с императором, тогда помните, что вы-то маг. Но вообще очень сильные люди. Вот здесь могут быть и удивление, и одновременно риск. Но договариваться, я вижу, придется. И учитывать еще два старших аркана, какие-то внешние условности, события, обстоятельства. Но у каждого здесь свой вопрос. Окей, что прояснится? Какая-то долго тянущаяся история. То, когда вы, может быть, даже в определенный период времени думали, что ну нет, это никогда не случится. А может быть, это вы вдвоем, ну, смотря чего касается вопрос. Вы как вдвоем идете для того, чтобы... Вот вы сильный человек, и есть какой-то еще другой сильный человек. Вы идете медленно, но верно, к какому-то соглашению. И тогда семерка пентаклей будет говорить о регламенте. Быстро что-то не осуществишь. Может быть, для того, чтобы прояснить или осуществить какое-то дело, решить вопрос. Тут понадобится дистанция по времени в плане еще каких-то дополнительных согласований, подписание важных документов, бумаг. И там регламент. Мы что-то не можем ускорить. Правда, есть такие условности, но вам вот все равно, вы как будто можете вот так вот два разных человека даже, пусть у нас
Ну, это старшие арканы, но тем не менее, нам прорисованы персоны. И если архетип карты, то это именно сила одного и второго. А по семерке Пентаклей это всегда, ну, некоторая пауза, когда, с одной стороны, мы можем это осуществить, но и эта пауза не должна стать бесконечным ожиданием или пустыми надеждами. И значит, договариваться или быть готовым к компромиссу определенно стоит. Но есть возможность какую-то затянувшуюся историю, которая, тем не менее, важна. Вам, как судьба, дает новую возможность сделать даже то, что было невозможно сделать ранее. Вот это и будет проясняться. Я, конечно, допускаю, что кто-то и может рассматривать варианты отказа, да, может быть, нет смысла. Мы все разные. Ну, расклад наш общий прогноз, поэтому переложите на то, что актуально для вас. Хотим посмотреть личную жизнь, что нам еще подскажет. Ну да, вот смотрите. Наверное, это в целом вот победа. Победа в компромиссе. И 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, ведь это не про смерть. Это карта трансформации, перехода на новый уровень. Но есть все-таки и то, что нет смысла продолжать. Нет смысла продолжить конфронтацию, может быть. И вот как раз по судьбе есть возможность одержать радостную победу и договориться, у кого-то ведь и так будет. И продолжить уже в новом ключе, с новыми возможностями. Где-то я сейчас об этом говорила. И нам говорят тогда, ну, работать тебе придется. Работать над отношениями, выстраивать, как будто уделять этому внимание, не быть где-то беззаботным. Все-таки это карта рабочего человека. И одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на соглашение. Ну, вот на все, да, то, что касается деловой и финансовой сферы. И для этого у вас прекрасные перспективы. Но отойти от прежнего шаблона. Нам не получится, если мы будем действовать как прежде, что-то осуществить. Карта однозначно говорит, потому что что-то и заканчивается. И если мы о каком-то вопросе или проблеме, еще Эйнштейн говорил о том, что невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно как бы подняться выше, на другой ступени ее рассматривать и искать альтернативные варианты. Вот для вас, видимо, это имеет значение. Ну ладно, такое дополнение, видимо, кому-то важно услышать. Так что же там у нас любовь и личная жизнь, мои дорогие девы? Давайте узнаем. Любовь и личная жизнь, энергия. Будьте готовы к неожиданностям. Но вообще-то это поездки, переезд, какие-то новости, может быть, и внешние события неожиданные, но каким-то образом это оказывает влияние и на личную жизнь тоже. Может быть, возможности, мои дорогие. Здесь возможности, но это, знаете, как не случайные случайности. Здесь, опять же, прежний шаблон не помогает. Нужно быть магом, волшебником, потому что вот то, что идет словно в руки, или вот какая возможность есть, вот с этим нужно и взаимодействовать. А это нам про что вообще? Ну да, выход из шаблона. Вот, по сути дела, 8 мечей – карта искаженного восприятия, поэтому нельзя основываться на каком-то прежнем видении. Так, а что еще? Это к чему идет? Вам нужно отказаться, посмотрите, ведь по 5 кубков это какая-то прежняя история, которая нас больно ранила, разочаровала. Может быть, мы смотрим на личную жизнь, в прежних отношениях какое-то фиаско, и нам тогда карта говорит, я всегда дополняю словами Клаудио Пенейро, лучше не скажешь, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Но если мы даже мыслями притягиваем, ну, из прошлого, в воспоминаниях, какую-то прежнюю историю, тогда нечего удивляться, что у нас что-то не складывается. То, что мы думаем сегодня, для нас в некотором плане, в невидимом пространстве, да, как во Вселенной, уже формирует какую-то траекторию на день завтрашний, мои дорогие. Давайте совет на личную жизнь, вот, потому что тут не так однозначно. Ну, карта мир. Наверное, вот эта дипломатия, договориться и в целом подвести какие-то очень интересные, впечатляющие итоги. Или помириться. Может быть и так. Но результат, ведь это карта итога, результата, которым мы остаемся довольны. Может быть, вот эти возможности, они действительно для вас приходят
каким-то нетрадиционным способом, неожиданным, не так, как вы планировали, или когда вам придется буквально куда-то поехать, или к вам какой-то человек приедет, или встреча какая-то, может быть, контакты, иногда это известие. Вообще рыцарь жезлов – это еще карта скорости, когда не оставляй даже важную беседу, может быть, и сложный разговор, когда придется держать марку и компромисс, ты тоже не оставляй на потом, потому что сейчас возможность вот этого мира есть, а завтра уже энергии поменялись и возможностей нет. Ладно, сфера финансов, энергия, Луна. Но тут не время для трат, я бы сказала. Луна – это интуиция. Слушайте подсказки собственной мудрости. Опять же, вверху аркан у нас мага выпадает. Здесь, знаете, возможности, правда, скрываются в тени. Но если мы говорим на сферу финансов, здесь еще что-то нерешенное. И было бы, может быть, на финансы неправильно, ну, буквально достать из кармана деньги и потратить крупную сумму. Все-таки Луна. Где-то карта говорит: остерегайся, дева. Пусть это даже на финансы, но у вас много старших арканов. И поэтому я всегда говорю, ну, видимо, быть на своей волне, опять же, магом и волшебником. Не попадать в ситуацию, когда вокруг вас толпа, и буквально, может быть, это касается улицы и финансы. Хоть это и не карта вора, это карта Луна. Но быть внимательным, чтобы ну, не произошло каких-то казусов, когда вы в толпе, да. Ну, есть у нас разного рода персоны, которые добывают, скажем, деньги нечестным путем. И с учетом аркана Луна мы не должны попасть в просак. Будьте внимательны к карманам, кошелькам, сумочкам, может быть, паролям аккаунтов. Не переходите по непонятным ссылкам или письмам, которые вам приходят на e-mail. Вот это все очень важно. Тут себя беречь на финансы. И уж точно не тратить, видимо. Я должна сказать, тут и в плане конфронтации, если мы говорим, избегайте толпы, избегайте также конфронтации, даже пусть банально в коллективе. Такое, к сожалению, бывает, что ну, мы приходим на работу, у нас бывает такое, да, одна коалиция, вторая, одна коалиция за руководителя, другая против, и вот шушукаются, там что-то обсуждают, сплетничают. Вот вам ни направо, ни налево, ни к одной коалиции не нужно примыкать, потому что потом могут перевернуть, добавить того, чего не было. Вам как будто нужно быть магом и волшебником и немножко самим по себе. Каким-то образом это тоже может, даже вот банально на работе, когда работаете по найму, когда вы ну, нейтральную позицию даже в коллективе занимаете, вам это помогает быть, может быть, третейским судьей и поможет и в финансах. Мы ведь не знаем, что сложится завтра. И, может быть, вот эта позиция серого кардинала, вот не случайно змея выпадает, вас могут к чему-то призывать. Но вам потом поможет найти быстрее какие-то договоренности с руководителем в то время, когда все перессорились. Так тоже бывает, кстати, и вы упрочите свои позиции. Поэтому дипломатия – это как ваш конек. Ладно, ваши планы, дела, достижения. Но нам снова говорят о том, что смени методы, смени как пластинку. Если ты будешь все время находиться как вот в каких-то власти собственных предубеждений, то у тебя искаженное восприятие. Не закончится какая-то история, а точнее она закончилась, но вы позволяете ей жить в вашей душе. А ваша задача – планы тоже скорректировать, как будто увидеть другое направление. Вот, понимаете, не быть во власти собственных именно предубеждений, даже не иллюзий, а предубеждений. Но сидеть на двух стульях придется, мои дорогие, для того, чтобы осуществить какой-то свой план. Или для того, чтобы достижения пошли в гору. Или договориться вот с такими сложными людьми. Но мы про мага говорили, я уже не повторяю. Вам не составит большого труда держать марку или осанку на любых поворотах. Не случайно, лимниската, как у мага, мои дорогие. Поэтому вот баланс, он вам помогает решить сложные вопросы или обойти острые углы. И в этом плане даже достижения ваши пойдут в гору. Может быть,
Не буквально вот в ближайшие дни, но оно имеет смысл на какую-то очень далекую перспективу. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.